Человеческая популяция быстро сократилась, и Фландер – последний город, где живут люди. Он состоит из нескольких стеклянных общежитий, называемых конбелами, где каждая конбела представляет собой городской квартал, соединенный с другими такими же кварталами стеклянными трубками. В то время как за пределами города обитают опасные монстры, называемые лакантропами. Куфа – вампир, красивый мужчина и опытный воин гильдии белых рыцарей. Он прибыл в город Фландер, чтобы выполнить свое последнее задание. Куфа нанят в качестве личного наставника и сопровождающего Мелиды ангел. Это молодая девушка, принадлежащая к знатной семье, но в отличие от других членов семьи, она не владеет маной, и ее высмеивают из-за отсутствия таланта. Мана – это одаренная сила, позволяющая человеку приобретать необычные навыки и увеличивать свои физические способности. Дед Мелиды, лорд Мордрю, подозревает, что Мелида не является биологической дочерью семьи и думает, что она результат связи ее покойной матери с другим мужчиной. Задача, поставленная перед Куфой, определить, есть ли у Мелиды шансы пробудить свою ману. В противном случае Куфа должен ее убить. Не зная об этом, Мелида продолжает упорно тренироваться, чтобы доказать свою состоятельность и осуществить свою мечту – стать частью гильдии высшего ранга под названием Крест Легион. Всего за один день Куфа понял, что подозрения лорда оказались правдой, но его сердце растаяло от радости за девочку, видя ее самоотверженность, и он решает пойти на огромный риск – дать ману искусственным путем. Он спрашивает Мелиду, готова ли она довериться Куфе и рискнуть своей жизнью, чтобы получить ману. Получив положительный ответ, Куфа выпивает таинственный препарат и целует Мелиду. Препарат заставляет часть самурайской маны Куфы перейти в Мелиду, однако она менее сильна, чем мана паладина, принадлежащая семье ангела, но ее достаточно, чтобы Мелида не погибла. Препарат не оказывает на Мелиду никаких последствий, но Куфа предлагает ей держать это в секрете до начала школьного турнира. Неделя проходит быстро, и наступает день битвы, которого Мелида ждала с нетерпением. Ей предстоит сразиться с Нервой, девушкой, которая всегда смеялась над неспособностью Мелиды. Матч начинается. Все в шоке от того, как Мелида использует ману. Она даже использует приемы, которые видела только у Куфы во время тренировок. Она продолжала практиковать их в тайне. После победы в первом матче она спешит рассказать своему отцу Фелгусу Ангелу, с которым ей так и не удалось поговорить. Хотя он отвечает холодно, Куфа уверяет его, что если Мелида продолжит упорно тренироваться, то скоро займет свое место в семье ангелов. С другой стороны, Нерва осознала свою ошибку и извиняется перед Мелидой за свое жесткое поведение, но борьба на этом не заканчивается. Мелида хочет продолжать увеличивать свою силу, как ее кузина Элиза, которая стала более искусной после того, как Роза Типрикет стала ее тренером. Роуз – самый молодой член Крестового Легиона, пробудившая свою ману в очень юном возрасте. После турнира Мелида начинает готовиться к предстоящему ночному фестивалю циркачей. Куфа, похоже, ничего не знает о таких фестивалях, поскольку он жил в низшем социальном квартале Вечной Ночи. Мелида с волнением рассказывает ему подробности и показывает костюм, в котором будут все студенты Академии. Мелида очень долго ждала этого дня, чтобы надеть такое же платье, как у ее дорогой кузины Элис. Однако опекун заставляет Элис надеть другое, более дорогое платье. Опекун хочет, чтобы она превзошла Мелиду во всех отношениях и стала следующей наследницей семьи. Элиза расстраивается, что не может в полной мере насладиться праздником и убегает в уединенное место. Мелида следует за ней, чтобы утешить. Неожиданно их встречает странный человек в бинтах. Он похищает обоих девушек и запечатывает их ману. Уильямс – полулукантроп из гильдии Гримфис, которому поручено провести рискованный эксперимент, перевести ману паладина Элизы в Мелиду. Поскольку Мелида не хочет причинять вред своей кузине, она сопротивляется эксперименту, хотя ее мана запечатана. Куфа учит ее использовать окружающие предметы по максимуму для выживания. Улизнув от Уильямса, она использует кусок ткани с огненной птицей из платья Элизы и огненный камень из тиары, чтобы создать оружие. Они уже почти добрались до выхода, но Уильямс настигает их. К счастью, Куфи сообщил отец Мелиды о ее исчезновении, и он пришел с Розой, чтобы спасти Мелиду. Роуз заботится об остальных лакантропов, а Куфа следует за Уильямсом. Он уже создал огромного мощного лакантропа, чтобы сразиться с ним. Уильямс отрубает ему руку, чтобы запечатать его ману, но он не знает о настоящей личности Куфы. Куфа тоже наполовину лакантроп. Он принимает свою полную форму вампира и прикрепляет руку. Вампир – самый могущественный класс лакантропов. Убив монстра, он поручает Уильяму передать заказчику желаемое сообщение. Куфа понял, что лорд Мёрдю послал Уильямса, потому что сомневается в Куфе. Поэтому он предлагает Уильямсу солгать лорду Мёрдю, что тот покинул Мелиду, потому что почувствовал в ней ману паладина. Решив
Решив этот вопрос, Куфа обещает Мелиде, что всегда будет рядом с ней и сделает так, чтобы она смогла стать воином высокого ранга. Тем временем начальник Куфы подозревает его и посылает черного Мадия для расследования. Несколько дней прошли мирно. Настало время очередного отборочного турнира Луны Люмьер, соревнования, проводимого между Академией Святого Фридисвайда и Академией девочек Святого Отриша, чтобы получить титул Луны, самой образцовой леди школы. Каждая академия выставляет на турнир по 2 кадетки. На удивление выбирают Мелиду и Элис. В этом соревновании каждый кадет будет выступать в группе из 3 учеников и попытается получить медали соперников. Побеждает тот, кто наберет наибольшее количество медалей. Соревнования будут проходить во дворце Грассмонт. После нескольких дней тренировок и все внешние связи будут прерваны до конца турнира. Выбор обоих наследников семьи ангелов не случайен. Результатами манипулирования миссис Отелло, главная служанка семьи Элис, когда Куфа раскрывает секрет, миссис Отелло признается в своей ошибке и говорит, что хочет доказать, что Элис достойный наследник семьи ангелов. Услышав это, Мелида заключает сделку. Если она выиграет у Элис, миссис Отелло позволит Элис создать с Мелидой единое целое. Посреди ночи Элис приходит на встречу с Мелидой и говорит ей, что она проиграет специально, чтобы они не могли вместе создать единое целое. Элис не волнует статус, она просто хочет быть младшей сестрой Мелиды. Тем временем Куфа узнает о прибытии черной Мадди и просит ее остаться в стороне. Однако она подозревает Куфу и предупреждает, что скоро убьет Мелиду. Туда же приходит Роза, и Мадди приходится поспешно удалиться. Она из класса клоунов, обладающих способностью копировать навыки любого класса лакантропов, что делает ее опасным противником. Несмотря на опасность, которую может принести Мадди, турнир продолжается. Мелида упорно тренируется вместе со своими товарищами по команде Нервой и Шенфой. Дни проходят быстро и наступает время битвы. Все собрались во дворе, а Куфа патрулирует снаружи в поисках Мадди. Он находит студентку из Академии Сент-Афтриш, которая подозрительно крадется. Куфа подозревает в ней переодетую Маддию, но понимает свою ошибку, когда она представляется ему как Мул-Ла-Мор и показывает свою ману. Однако она и сама занимается подозрительной деятельностью. Тем временем в замке Элис упорно борется с Мелидой. Она наконец-то высказывает свое сердце и говорит, что избегает борьбы, потому что не хочет знать, что Мелида менее сильна, чем она. Элис никогда не хотела стать номером 1. Она хочет стоять за Мелидой и следовать за ней. Услышав это, Мелида показывает всю свою силу и обещает Элис, что она всегда будет ее старшей сестрой, на которую она может положиться. Вдруг сзади входит Мадди, переодетая в Нерву. Прежде чем она успевает причинить вред Мелиде, Куфа выводит ее и дает ей письмо, которое она должна передать их боссу, которого они называют отцом. Объявляются результаты битвы. В этом году турнир выиграл кадет из Академии Сент-Афтриш. Однако Куфа до сих пор гадает, кто же помог госпоже Отелло выполнить ее задание. В честь праздника девушки обеих академий устраивают вечеринку в библиотеке, поскольку она спрятана в потоке воды. Патрульные дамы туда не ходят. По этому случаю у Мелиды появляется шанс завязать дружбу с Мулом и Салахой. Мула рассказывает им жуткую историю о ведьме, которая убивает молодых девушек, чтобы похитить их сердца. Им становится еще страшнее, когда гаснет свет. Между ними появляется странное таинственное существо. Это ведьма. Все бегут спасать свои жизни. Позже выясняется, что это Роза и Куфа напугали их, потому что девушки планировали тайную вечеринку без разрешения Академии. На следующую неделю Академия запланировала учебную поездку в Шангарту. Это родной город Роуз. Ее приемный отец хочет, чтобы она вышла замуж во время поездки, но она этого не хочет, поэтому она просит Куфу на время стать ее любовником. Роза всегда проявляет интерес к Куфе, но он обычно избегает ее, но на этот раз он соглашается помочь. Однако, когда он встречает ее отца Блоссом Прикет, лицо Куфы кажется ему знакомым, с которым он встречался 7 лет назад. Этот человек был 12-летним мальчиком, который был организатором огромного убийства в городе. Позже на собрании один из учеников падает без сознания, и Блоссом подозревает Куфу. Эти события заставляют Куфу чувствовать себя неловко, и он замыкается в себе. Тем временем Мелида слышит странные голоса в своей
своей голове. Она слышит их в Шангарте. Когда Блоссом рассказывает о странных традициях города, таких как публичная казнь людей с опасными болезнями, это заставляет Мелиду еще больше волноваться. Куфа понимает ее страдания и приглашает ее на свидание, чтобы почувствовать себя лучше. Мелида рассказывает о своем желании проводить большую часть времени с Куфой, и это делает его по-настоящему счастливым. Никто еще не говорил ему таких приятных слов, кроме Розы. Блоссом усыновила еще много детей. К сожалению, все они загадочным образом погибли. Поскольку Куфа пропал, Блоссом обвиняет его в случившемся и приказывает арестовать. Мелида не готова принять все это и решает сама провести расследование. Мадия также предлагает свою помощь, потому что Куфа попросил ее позаботиться о Мелиде. Мадия сейчас работает в академии как обычный инструктор, поэтому Мелида с радостью принимает ее предложение. Они вместе осматривают загадочные места и находят подземелье, спрятанное в доме. Блоссом, должно быть, объявил это место опасным, потому что не хочет, чтобы люди его обнаружили. Там лежит огромное количество трупов, включая человека, которого недавно казнили. Мадия догадывается, что эти граждане были убиты во время эксперимента по внедрению в них ночного генного фактора, который может привести к тому, что человек искусственно получит ману, став ланкантропом. Вдруг Мелида снова слышит голоса и бросается на улицу. Роза находит жестоко раненой, рядом с ней лежит Элис. Блоссом и другие жители города все еще подозревают Куфу и решают использовать Мелиду в качестве заложницы. К счастью, Шентфа заранее сообщает об этом Мелиде, и ей удается сбежать. После этого она отправляется на поиски другого таинственного места, где находит спрятанную библиотеку. Там ей в руки попадает научный журнал Блоссома, в котором описаны все бесчувственные эксперименты, которые он проводил. Внезапно на нее нападает Роза, которая кажется не в себе и излучает синюю вампирскую ману. Куфа тоже приходит и принимает свою полную вампирскую форму. Мелида пребывает в глубоком шоке, видя все это. Куфа говорит ей, что собирается стереть все воспоминания, которые она сделала с ним, так как Куфа боится, что Мелида возненавидит его, узнав, что он вампир. Мелида отказывается и заявляет, что ей все равно, доверяет ли кто-то Куфе или нет. Она будет всегда рядом с ним, несмотря ни на что. Услышав это, Куфа чувствует удовлетворение и рассказывает ей о том, что произошло 7 лет назад. Могущественный лакантроп по имени Накуо объединился с Блоссом и провел ночной генный эксперимент над Куфой и Розой. Гильдия Белых Рыцарей пришла убить лакантропов, но Куфа попросил пощады, предложив свою пожизненную службу. Более того, он заверил, что Роза не будет жаждать крови, как вампир, потому что он стер ей память, так как они росли как родные братья. Куфа не хотел, чтобы Розе причинили вред. Рассказав все это, он просит Мелиду прервать свадьбу Розы, так как это всего лишь план Накуо, чтобы увеличить свою армию. Накуо показывает свою истинную форму и пытается сбежать, но Куфе удается убить монстра с помощью студентов Академии. Роза восстановила свою память, но Куфа не может рисковать, позволяя ей потерять контроль над собой, поэтому он снова запечатывает ее воспоминания. Перед тем, как покинуть город, Куфа исцеляет жену Блосса, ради которой Блосс помогал Накуо. Этот акт доброты был платой за воспитание Куфы, который был беспомощным ребенком-сиротой. Учебный год подходит к концу, но перед этим наступает время ежегодного экзамена на звание козла Вибрии, аттестационный экзамен на звание библиотекаря. Хотя он не для первокурсников, директор школы предлагает Мелиде и Элис присоединиться к нему, чтобы набраться опыта. Кроме того, перед Мелидой встает еще одна проблема. Тот, кого она считала другом, на самом деле оказался шпионом. Мул собрал образцы маны Мелиды и Элисы, которые показали, что мана Мелиды отличается от маны Паладина. Она передает эту информацию герцогу Сержу, который решает раскрыть секрет публично. На следующий день в Академии появляется человек в маске и заявляет, что он отец Мелиды. Хотя он убегает, Куфа боится, что слухи о происхождении Мелиды снова поднимаются. Он предлагает Мелиде доказать свои способности на экзамене на звание библиотекаря. Вибрийская коза необычная библиотека. Она разделена на различные слои, в которой обитают призраки предыдущих сотрудников. После того, как студенты входят в библиотеку вместе с директрисой, в Академии приходит Фелгус и говорит Куфе, что его работа здесь закончена. Мелида больше не будет учиться в Академии после предыдущего инцидента. Куфа пытается убедить его в потенциале Мелиды, но Фелгус не намерен менять свое решение. В перерывах между обсуждениями они получают письмо от гильдии Гримфис, в котором намекается, что Мелида в опасности. Тем временем, спускаясь в библиотеку, студенты сталкиваются с неожиданным происшествием, и Мелида и Элис падают на слой одиночества. Однако они продолжают свои исследования и сражаются с призраками. Но они удивляются, увидев там Мула и Салача. Мул говорит, что хочет
хочет помочь Мелиде и Элли сдать экзамен и переносят их на другой слой. Там они выполняют задания по расстановке книг и получают награду. Салачи не может больше сдерживаться и говорит Мелиде, что этот экзамен ловушка, чтобы получить доказательство того, что у нее не настоящая мана. Мелида выхватывает доказательства и убегает, а остальные 3 девушки следуют за ней. Тем временем остальные ученики и директриса добираются до более глубокого слоя, где на них нападают ученики гильдии Гримфайс. К счастью, Куфа успевает вовремя и спасает их. Однако его атаки неэффективны против призраков. Уильямс присоединяется к ним и побеждает призраков. Несмотря на то, что он локантроп, Шентвелл благодарит его за помощь. Несколько других злоумышленников также напали на Академию, но Роуз эффективно справляется с ними. Босс гильдии Белых Рыцарей Аяги пришел встретиться с Уильямсом, так как тот проявил интерес на вступление в гильдию. Уильямс хочет получить исследование по превращению локантропов обратно в людей в обмен на утечку информации о преступниках. Кроме того, Аяги приказывает Куфи расследовать, чего добиваются шиксалы, и ему нужно поторопиться, так как Мелида в опасности. Мол переносит Мелиду и других девушек в воображаемый мир, представляющий собой суд. Там же находится Серж Шиксал и другие члены знатной семьи. Все они обвиняют Мелиду в том, что она не является биологической дочерью Фелгуса. Мелида смело говорит и признается, что у нее мана самурая и есть навыки и силы для того, чтобы быть членом семьи Ангела. Чтобы испытать ее, Серж приказывает Салачи устроить битву. Несмотря на изначально мощную ману Салачи, Мелиде удается победить. Зрители убеждены в способностях Мелиды, но Серж еще не сдается. Он посылает еще одного злого преступника. Мелида и девушки помогают зрителям спастись, но сами попадают в ловушку. Куфа приходит им на помощь и объединяется с Мелидой, чтобы вместе победить врага. Все студенты благополучно вернулись в Академию. Слухи о Мелиде наконец-то утихли. Виновником нападения на Мелиду был член Крестового Легиона, но он сбежал. Поэтому вся правда до сих пор остается во тьме. С другой стороны, Фругал наконец-то принял Мелиду как свою дочь и считает, что та получила самурайскую ману от своей прабабушки. Перед уходом Фругал передает ответственность за свою дочь Куфи. Это так, половой пыл платы за... Что, блять?